Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня затронем интересный вопрос, как заблокировать или вообще убить радиостанции по эфиру, то есть не подключая ни к компьютеру, ни к чему-либо другому, именно дистанционно заблокировать радиостанцию на передачу, либо вообще и на передачу, и на прием, так называемый kill режим, именно через эфир. Сейчас часто наблюдаются такие проблемы, сами знаете где, то есть друг у друга станции забираются, и, соответственно, чтобы защитить оборудование от использования другим подразделением или пользователем, это можно все запрограммировать. Ну и второе применение, например, вы даете радиостанции в аренду и возникли какие-то проблемы, да, то есть арендатор, например, перестает платить за радиостанции, либо еще какие-то свои обязательства не выполняет, вы спокойно можете по эфиру дать команду на блокировку ваших станций, и ваши станции, соответственно, перестанут работать, и пользователю фактически ничего не останется делать, как вернуться все-таки к вам и выполнить свои обязательства. Давайте начнем тогда именно с демонстрации, как это все работает. У нас вот здесь две радиостанции. DJ VX50 от Alinka с полноценной клавиатурой, с вводом частоты вручную и двухдиапазон. Ну, я думаю, что вы все эту станцию знаете. И вторая станция у нас DJ VX11, работающая в диапазоне 136-174. Станция профессиональная, канальная. Но, в принципе, я говорю, что эти станции фактически могут быть любые, те, которые поддерживают kill-код и код stun. Это какие станции поддерживают эту функцию, можете посмотреть у нас на сайте. Мы отдельно будем это писать, либо уже пишем, либо в документации на любую модель можете посмотреть, есть ли поддержка данных кодов. Это коды DTMF именно со stun режимом и с режимом kill. Начинаем демонстрацию, как это работает. Демонстрируем. Смотрите, вот эта станция рабочая, то есть на прием она работает. Я вот открою шумодав, ну в смысле и динамик работает тоже, да. На передачу также станция работает, ну, то есть полноценная работа. Теперь, смотрите, эту станцию будем блокировать. Блокировать будем этой станции. То есть на частоте 145 МГц будем передавать определенные сигналы. Для начала будем передавать функцию stun. Это по-английски переводится как, или с английского переводится как оглушение. То есть станция должна перестать работать на передачу. Смотрим, передаем DTMF посылку кнопкой на этой частоте. Демонстрирую. Все, станция приняла сигнал stun, оглушение. Теперь она на передачу. Я кнопку нажимаю, станция на передачу работать перестала. Но на прием она работать продолжает. Так, теперь функция Revive. Revive это, грубо говоря, оживление. У нас посылка ревайва сделана на третьем канале. Передаем. Все, я несколько раз проделал, чтобы точно все это сработало. Станция опять ожила. Работает и на передачу, и на прием. Теперь более интересная позиция. У нас на 4 канале сделана полная блокировка станции, то есть так называемая функция kill. Нажимаем, передаем посылку. Я специально вам
сделал код более длинный для того, чтобы вы ощущали разницу между той посылкой, между функцией stan и между функцией kill. Передаем kill. Так, не сработало, потому что код более длинный. То есть, смотрите, DTMF посылки вот из-за своей скорости и из-за плохого эфира могут передаваться с ошибками. Поэтому несколько раз лучше передать тогда, чтобы уже наверняка эта функция сработала. Так, передали функцию kill. Смотрите, станция не работает на передачу, станция не работает на прием. То есть индикация срабатывает, что динамик открываться должен, ну или шумодав полностью открывается, но станция на прием не работает. Я вот со второй станции, например, сейчас буду передавать на 145. То есть станция, хоть и динамик на полную громкость включен, не работает. То есть полностью станция заблокирована на приеме, на передачу. Причем, смотрите, особенность этой станции DJVX50, что вы не видите ничего, чтобы говорило вам о том, что станцию заблокировали. То есть отображаются частоты, частоты перестраиваются, но динамик работать перестает, и на передачу она работать также перестает. Давайте я тогда ревайв сделаю и 3, 2. обратно, то есть функцию kill деактивируем. Смотрим. Так как посылка длинная, несколько раз пришлось это провести процедуру. Смотрите. Все, станция на передачу работает. Динамик тоже включается. Раз, два, три. Теперь смотрим, как это все программируется. Так, по поводу программирования, давайте начнем тогда с станции, которую нам нужно блокировать. Здесь все предельно просто. В самих каналах, да, вообще не важно, что программируется. Единственная вот эта вот функция, если вы хотите, чтобы не было слышно звуков приема посылок DTMF, соответственно, вы здесь можете поставить вот эту функцию. Mute DTMF. А самое главное, вот здесь в разделе DTMF программируется код заглушения станции или оглушения станции и код kill, то есть так называемой полной блокировки станции. Я специально сделал их разными для того, чтобы на ролике было видно, что посылка это более длинная. Здесь в 16-ричном формате вы можете задать все, что в принципе угодно, поэтому мы задали вот такие. То есть только два кода здесь программируются, то есть код оглушения и код полной блокировки. Все, больше здесь ничего не нужно. Теперь в передающей станции DJVX11 что мы делаем? То есть мы задаем каналы. Ну, давайте сначала начнем с того, что задаем мы вызовы различные. То есть первый вызов у нас D111, это код равный оглушению станции. И на третий мы сделали вызов код разблокирования. То есть добавляя решетку в конце сигнала блокировки, мы тем самым разблокируем данную функцию. На четвертом канале мы поставили функцию kill, на втором канале поставили функцию разблокировки наоборот с решеткой. Теперь, программируя каналы, мы здесь
ничего не ставим, кроме call group. И, соответственно, на call group мы программируем те вызовы, которые нам необходимы. То есть поставили мы первый вызов на первом канале, соответственно, что это у нас? Это у нас оглушение станции. На втором канале у нас второй вызов, соответственно, второй вызов равен разблокировке после функции kill, то есть после полностью блокировки станции. На третьем канале у нас назначена разблокировка после оглушения, и на четвертом канале у нас наоборот полная блокировка запрограммирована. Соответственно, это мы все сделали. Теперь нам остается только назначить на кнопку передачу этих сигналов. Соответственно, на первой кнопке мы весим функцию call request. И в итоге, находясь на каком-то из определенных каналов, из выбранных, мы нажимаем кнопку Call Request и, соответственно, передаем посылку ту, которая запрограммирована на данном канале. То есть, находясь на первом канале, мы передаем вызов первый, а вызов первый у нас равен D111. D111 в той станции VX50 запрограммирован на оглушение станции. Все. Все просто, то есть находясь на первом канале, мы нажимаем кнопку вызова, передаем первый код равен сигналу оглушения, то есть мы станцию глушим. Переходим на третий канал, передаем третий вызов, соответственно он у нас равен оглушению, но с решеткой, то есть с деактивацией оглушения мы, соответственно, станцию оживляем, то есть это функция revive. Все просто, все работает. Единственное, здесь вот можно поиграться с этими вот временными интервалами для того, чтобы посылка передавалась более надежно. Потому что если посылка будет передаваться быстро, то возможны ошибки, и с первого раза они не сработают. Все программирование вот такое, простейшее относительно. Но документации не было, поэтому пришлось разбираться самостоятельно с ним. Поставь лайк и подпишись на канал. Порадуй мои железяки. Еще раз для закрепления материала. Смотрите, станция сейчас и работает на передачу, и на прием полноценно. Теперь частота, кстати, видите, даже не канал выбран, просто частота 145 присутствует, да, то есть слежение за двумя каналами, или за двумя частотами, 145 здесь есть. Здесь у нас запрограммировано первый канал, соответственно, у нас первый канал передает с этой станции код глушения этой станции, потому что код глушения в этой станции прописан именно D111. Вот здесь на первом канале передается код первый по кнопке, вот по этой. А эта кнопка передает код, как раз запрограммированный D111, то есть оглушение станции. Давайте я передаю. Вот, передался код, соответственно, станция работать на передачу перестала. На прием работает. Ну, в смысле, динамик работает. Теперь смотрите. Теперь для того, чтобы восстановить работоспособность после оглушения, у нас запрограммирован на третьем канале вызов третьего вызова, да, ну, то есть деактивация оглушения. Переходим на третий канал, нажимаем опять кнопку. Все. Все, станция работает.
Еще вопрос такой, да, если сбросить заводские настройки после блокировки, откроется ли станция, ну то есть будет ли она работоспособна? Нет, станция работоспособна не будет, то есть пока она не получит сигнал разблокировки через DTMF, она работать не будет. Еще вопрос у вас возникнет, если данные, ну вообще читаются ли данные на заблокированной станции даже по функции kill. Да, данные читаются у нее, и соответственно вы можете узнать коды блокировки, если эти данные прочтете и соответственно с другой станции передадите этот код блокировки, разблокировки, точнее разблокировки, да, вы сумеете станцию оживить. Но в данном случае защита какая от этого? Ставьте на программное обеспечение, на чтение данных пароль, чтобы данные на заблокированной станции вы прочитать уже не смогли. DJI-VX 50 и DJI-VX 11, кстати, этой функции не имеют, то есть у программного обеспечения пароль не задается. Ну что, вот такая интересная функция. Я думаю, она будет полезна многим. Дополнительная защита никогда не помешает. Единственное, что не понравилось, это иногда не срабатывание передачи DTMF посылок. Соответственно, здесь надо опытным путем подбирать длительность вот этих, ну, то есть перед отправкой интервал поиграться и между символами тоже интервал, наверное, стоит выбрать побольше. Ну, это уже опытным путем можно подобрать, но в принципе оно и так по умолчанию работает. То есть, если хотите заблокировать станцию, передайте просто эту посылку несколько раз. Ну и на той станции, которую будете блокировать, лучше отключите тогда озвучивание DTMF посылок, чтобы абонент тогда не смог станцию выключить быстро, да, то есть услышав посылку эту, он может выключить станцию, и вы тогда этот код уже не передадите. Все, на этом тогда сегодня закончим. Ролик нам кажется интересным, потому что самим интересно было поразбираться в этих функциях. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго, до свидания.